На заброшенном складе в маленьком городке в Колорадо Тревор танцует со своей девушкой Ниной, а его друг Кайл целуется со своей новой подружкой. Внезапно Кайл кашляет кровью, но его девушка продолжает его целовать. Тревору и Нине это противно, и они уходят в другую комнату, где что-то движется в темноте. Тем временем в городе начинается паника, когда власти штата вводят 24-овый карантин. Дороги перекрыты, и никто не может ни въехать в город, ни выехать из него. Вскоре на дороге образуется пробка, и люди начинают жаловаться на ситуацию, даже спорят с военными, потому что им ничего не объясняют. Особенно одна пара отчаянно хочет уехать, потому что им нужно отвезти своего больного сына в городскую больницу. Капрал Сара убеждает их отвезти мальчика в городскую больницу, потому что военные привезли специалистов, которые уже осматривают больных. Затем она спрашивает капитана Роудса, правда ли то, что сказал специалист, но Роудс напоминает ей, чтобы она заткнулась и выполняла приказы. На радиостанции солдат следит за диджеем Полом, чтобы тот передавал необходимую информацию в эфир. На складе Тревор пугается чего-то в темноте, но это всего лишь Нина. Когда он говорит, что пора уходить, у Кайла начинает идти кровь из носа. Он все еще просит свою девушку поехать с ним домой, но она беспокоится, что он может быть болен, и уходит одна. Пока Кайл уезжает на машине Тревора, его девушка идет через лес, где вдруг слышит рычание. Она пытается убежать, когда таинственное существо гонится за ней, но, к сожалению, она спотыкается и катается по земле, пока не падает в воду. В этот момент существо находит ее и утаскивает, чтобы съесть. Несколько мгновений спустя группа рядовых прибывает на блокпост, и Салазар пытается подразнить Сару, которая в ответ заставляет его работать. Затем она берет Крейна с собой в город, чтобы навестить дом своего детства. Внутри она находит своего брата Тревора и Нину, которые занимаются этим на диване, и ругает их за то, что они не отвечают на ее звонки. Ни один из них не знает о карантине, что еще больше злит Сару, так как ее мать нуждается в постоянном уходе. Сара бежит наверх и проверяет, как там ее мама Франсин, которая плохо себя чувствует. Она утверждает, что это просто простуда, но Сара заявляет, что все равно отвезет ее в больницу. Внизу Нина понимает, что у нее тоже много сообщений от отца. Сара возвращается, и Тревор объясняет, что Франсин плохо себя чувствует с раннего утра. Нина рассказывает ей о симптомах Кайла, и Тревор хочет проведать его, но Сара говорит ей оставаться дома с их мамой, пока она проводит осмотр. К тому времени, когда Сара и Крейн добираются до дома Кайла, уже наступила ночь, и они с удивлением обнаруживают, что дверь открыта. Комнаты залиты кровью, поэтому солдаты тщательно обыскивают здание, но Кайла нигде не видно. Когда Крейн стоит, прислонившись к занавескам, на него внезапно падают два тела. Это родители Кайла, которые были покалечены. Сара пытается вызвать полицию, но телефон не работает, поэтому, уходя, она использует военную рацию, чтобы связаться со своим капитаном. Роудс объясняет, что они отключили все телефонные линии, пока не возьмут ситуацию под контроль, потому что вокруг ходит много слухов и обещаний прислать полицию к Кайлу домой. Затем Сара забирает Франсин, Тревора и Нину, чтобы отвезти их в больницу. По дороге у Франсин начинает идти кровь из носа. Когда они наконец приезжают в больницу, там полно пациентов с такими же симптомами, и медсестра говорит Саре, чтобы она ждала своей очереди, как и все остальные. Отец Нины тоже лежит в этой больнице, поэтому они с Тревором идут к нему. В этот момент Сара замечает Салазара и других солдат, охраняющих больницу, и понимает, что это не просто учение, как им сказали. Затем Роудс приводит Сару к доктору Логану из Центра по контролю и профилактике заболеваний. Логан спрашивает, были ли у родителей Кайла следы укусов, и она отвечает, что да. Но она не думает, что это было животное, потому что оно не могло спрятать тела за занавесками. В приемной Крейн замечает, что Франсин и многие другие пациенты замерзли, и идет сказать об этом Саре и Логану. В это же время с отцом Нины происходит то же самое. Вирус быстро распространяется по его телу, и мужчина превращается в зомби и спрыгивает с кровати, чтобы напасть на свою жену и откусить ей лицо. Тем временем на электростанции на работницу внезапно нападают два зомби и прижимают ее к забору, чтобы сожрать. От вибрации забора и падающей крови происходит короткое замыкание, и оба зомби загораются. Оборудование на электростанции начинает выходить из строя, и в городе тоже начинаются перебои с электричеством. По улицам ездят зомби, и вскоре их машины сталкиваются посреди дороги, и одно тело отлетает в сторону. В доме Кайла трое полицейских обыскивают комнаты и находят третье тело между двумя мертвыми супругами. Это сам Кайл, который превратился в зомби и теперь нападает на полицейских, чтобы убить их, не обращая внимания на их оружие. На радиостанции Пол и его охранник слышат крики и выглядывают в окно, чтобы увидеть, как зомби утаскивают людей, чтобы их съесть. Солдат выбегает на улицу, чтобы помочь гражданским, но его окружают зомби и тоже утаскивают его, чтобы съесть. Пол видит, что за ним идет еще один зомби, поэтому он забегает обратно на радиостанцию и запирает дверь. В больнице резервные генераторы включаются как раз вовремя, чтобы замороженные люди тоже превратились в зомби. Они сходят с ума и начинают нападать на всех нормальных людей, до которых могут дотянуться. Тревор и Нина выбегают из палаты ее отца и в шоке смотрят, как зомби ходит по потолку, а потом прыгает на медсестру. Зомби замечают их и идут за ними, поэтому пара убегает и бросает все, что попадается под руку, чтобы замедлить их. Они выбегают
через заднюю дверь и закрывают ее мусорным контейнером, но снаружи уже есть другие зомби, поэтому пара перепрыгивает через забор, чтобы спастись. Внутри хаос и резня усиливаются, повсюду кровь. Почти не осталось людей, а зомби слишком много, чтобы сражаться со всеми одновременно, поэтому Роудс бежит в пустой коридор и закрывает дверь, чтобы не пустить зомби. Сара находит его и спрашивает о своей матери, но сейчас нет шансов ее найти. Роудс открывает другую дверь и видит выход, но оттуда выходит целая толпа зомби. Ему удается отбиться от нескольких, но вскоре их становится слишком много, и Роудс попадает в плен. Сара, Логан и Крейн бегут в другой коридор и находят пустую комнату, чтобы спрятаться. Логан толкает Крейна, и тот роняет ключи от машины. Один из зомби замечает Крейна на полу и пытается напасть на него, но Сара вовремя затаскивает его в комнату и запирает дверь. Крейн в ярости толкает Логана за то, что тот сделал, но Логан притворяется, что не понимает, о чем говорит Крейн. Сара и Крейн задвигают мебель перед дверью, чтобы зомби не смогли войти, и выглядывают в окно. Они видят, что зомби захватили парковку. У Крейна нет оружия, а у Сары пистолет не заряжен, поэтому она предлагает сделать коктейли Молотова, чтобы отвлечь зомби и сбежать на машине. Крейн потерял ключи от машины Сары, поэтому они решают найти ключи Роудса, чтобы уехать на его машине. Тем временем Трэвис и Нина бегут через лес, где на земле лежат десятки трупов. Один из них пытается напасть на них, но снова падает замертво. Наконец они добираются до центра города, но и здесь видят кровавую бойню. Однако они замечают, что на радиостанции есть кто-то живой, поэтому ждут, пока главная улица опустеет, и бегут к входу. Они начинают стучать в дверь, и шум привлекает зомби, который бежит к ним. К счастью, Пол открывает дверь и впускает их, прежде чем зомби успевает их схватить. Затем Пол ведет их в главный зал, где они встречают ту самую пару, которая рассказывает, что их сын умер. В этот момент жена начинает кашлять, но она клянется, что это просто простуда, которую она подхватила еще до начала всего этого. Пол тоже кашляет, но Нина не знает, можно ли им доверять. Тревор бросается к радиоприемнику, чтобы передать сообщение о том, где они находятся, и предупредить людей, чтобы они не шли в больницу. Это сообщение передают по радио, и его слышит Франсин, которая тоже стала зомби. Вернемся к Саре и Крейгу. Они забираются в вентиляционную шахту и как можно быстрее пытаются уйти от зомби, которые пытаются добраться до них через решетки. В конце концов они находят комнату, где лежит тело Роудса, и Сара спрыгивает вниз, но на нее нападает кто-то, кто вылез из шкафа. Она быстро отбивается и понимает, что это всего лишь Салазар, который спрятался в шкафу, пока все не сошли с ума. Они берут ключи от машины и снова забираются в вентиляционную шахту, не зная, что Роудс просыпается и кусает себя за глаз. Затем он хватает Сару и использует ее как противовес, чтобы забраться в шахту, потому что у него нет ног. Сара бьет его ногой в лицо, чтобы он отпустил ее, и начинает двигаться быстрее. В другой комнате зомби бьют по вентиляции швабрами и другими инструментами, пока не ломают ее, и ноги Сары проваливаются в дыру. Эти существа пытаются схватить ее за ноги, а Роудс приближается, но тут возвращается Салазар и вытаскивает Сару из дыры как раз вовремя. Они бегут обратно в комнату к Логану, и когда Крейг пытается закрыть вентиляцию, появляется Роудс и кусает его за руку. Сара тут же хватает отбеливатель и поливает им рану, надеясь продезинфицировать ее. Салазар достает пистолет и готовится выстрелить, но Сара заслоняет Крейна, а Логан говорит, что отбеливатель может помочь. Роудс продолжает шуметь в вентиляции, и Салазар стреляет в него, чтобы наконец-то убить. Сара обещает, что убьет Крейна, если он обернется, и Салазар опускает пистолет. После этого группа делает оружие из всего, что есть в комнате, и Сара берет один из пистолетов Салазара. Крейн разбивает окно стулом, и они выпрыгивают, чтобы наконец-то покинуть больницу. Тут же появляется зомби, но выстрелы Сары не помогают, и Салазар объясняет, что убить зомби можно только выстрелом в голову. Приближаются новые враги, и солдаты сражаются с ними, пока Логан просто наблюдает. Оружие, которое они сделали, оказалось довольно эффективным, и вскоре все зомби вокруг них были повержены. К сожалению, зомби в больнице тоже начали выпрыгивать из окон. Солдаты продолжают сражаться, разбивая головы зомби или просто отрубая их. Пока все отвлеклись, Логан показывает, что у него есть своя машина, и бежит к ней. Женщина пытается попросить его о помощи, но он просто толкает ее к зомби, чтобы отвлечь его, а сам садится в машину и уезжает. Остальные замечают это и проклинают Логана, но времени на жалобы нет, потому что приближаются новые зомби. Спрятавшись за машиной, они поджигают несколько бутылок с зажигательной смесью и бросают их в зомби, создавая большой пожар, который медленно сжигает существ до смерти. Затем они бегут к машине Родеса и должны убить нескольких зомби, которые не попали в огонь, прежде чем сесть в машину. Появляются новые твари и пытаются забраться в машину, поэтому Сара быстро уезжает, чтобы они отстали. Наконец, группа покидает больницу, и, проезжая по городу, они видят повсюду смерть и разрушения. В конце концов, они находят оружейный магазин, и Сара привязывает Крейна к машине на случай, если он превратится в зомби, пока они будут внутри. К сожалению, у Крейна начинается кровотечение, и к тому времени, как остальные возвращаются с оружием, он уже стал зомби. Салазар хочет его убить, но Сара убеждает его этого не делать, потому что Крейн безобиден и уже связан. Затем они уезжают, пока зомби не подобрались слишком близко. На радиостанции зомби пытается забраться внутрь по пожарной лестнице, но Тревор бросает в него телевизор, чтобы убить его. Когда он возвращается внутрь, Нина показывает ему, что в мусорном ведре кровь.
Она хватает нож и угрожает взрослым, чтобы они признались, кто ранен, но они продолжают обвинять друг друга. Вдруг Пол замирает и превращается в зомби, и Нина в панике убивает его ножом в голову. Солдаты собираются покинуть город, но когда Сара слышит голос брата, она разворачивает машину и сбивает всех зомби, чтобы не терять время. Тревор выглядывает в окно и видит Франсин, выбегает ей навстречу и игнорирует предупреждение Нины. Франсин уже слишком далеко зашла и пытается напасть на сына, но появляется Сара и сбивает ее машиной. Плачущий Тревор не может поверить, что она это сделала, и Сара напоминает ему, что это больше не их мама. Тем временем Нина бежит наверх, чтобы сообщить пожилой паре, что они уезжают, но комната оказывается пустой. Когда она заглядывает за диван, то видит, что муж мертв. Зомби-жена появляется позади нее и валит на пол, поэтому Нине приходится отбиваться от нее любыми предметами, которые она может найти в комнате, даже мебелью. В этот момент входит Тревор, и они вместе начинают сражаться с ней, отлично сработавшись. Снаружи Салазар замечает выживших, которые застряли за воротами. Они пытаются забраться на них, чтобы добраться до солдат, но сзади появляются зомби и пожирают их. В этот момент Тревор и Нина выбрасывают зомби-женщину в окно, и как только она падает, Салазар и Сара расстреливают ее. Выстрелы отпугивают зомби за воротами, и теперь группа может уехать на машине. По дороге Салазар спрашивает, почему Крейн не нападает на них, и Сара вспоминает, что Крейн вегетарианец. Салазар продолжает насмехаться и угрожать Крейну, явно не доверяя ему. Когда они наконец добираются до блокпоста, то обнаруживают, что остальные солдаты тоже превратились в зомби. Один из них пытается забраться в машину, поэтому Тревор выходит и стреляет в него. Салазар и Сара присоединяются к нему, и они убивают как можно больше зомби из своих пистолетов, но те все не заканчиваются. Им ничего не остается, кроме как сесть в машину и уехать. Они не знают, куда еще ехать, поэтому Тревор рассказывает им о заброшенном складе. Сара ведет машину по лесу, и они замечают Кайла, который бежит между деревьями. Он выскакивает вперед и разбивает лобовое стекло машины, из-за чего она теряет управление. Пока они пытаются не дать Кайлу укусить себя, машина продолжает ехать и врезается в дерево. Теперь Кайл застрял между деревом и разбитым стеклом, и Сара может легко выстрелить ему в голову. Затем группа продолжает идти пешком и берет Крейна с собой. Салазар не перестает угрожать ему и оскорблять его, поэтому, когда они добираются до склада, Крейн уже на пределе. Он начинает кричать, чтобы выдать их местоположение, и вскоре толпа зомби выламывает двери стены, чтобы напасть на них. Люди открывают огонь, но врагов слишком много, и Тревор говорит своим друзьям следовать за ним. Пока группа спускается в подвал, зомби окружают Крейна. Подвал оказывается настоящим бункером. Несколько зомби пытаются последовать за группой, но люди стреляют в них, пока те не отступают. Затем они открывают дверь в дальнем конце подвала и с удивлением обнаруживают там целый исследовательский центр. Они проверяют компьютеры в поисках ответов, но кто бы здесь ни был, он все удалил перед тем, как сбежать. Вдруг они слышат шум, и Сара с Салазаром начинают обыскивать каждую комнату, пока не находят Логана, который уничтожал улики. Они угрожают ему, что застрелят его, но Логан объясняет, что он был частью проекта «Лесной пожар», который занимался биохимическими исследованиями. Он клянется, что проект не имеет отношения к вирусу зомби, но его прерывает Тревор, который нашел видеофайл на компьютере. На записи видно, как ученый признается, что вирус, который они создали для нападения на иностранные войска, мутировал и вышел из-под контроля. Поэтому ему пришлось убить всех зараженных коллег. Видео заканчивается тем, что доктор тоже превращается в зомби и разбивает камеру. Услышав рычание неподалеку, группа выбегает из кабинета и находит зомби-доктора, они начинают стрелять в него, пока он не убегает. Салазар и Сара бросаются за ним, но он ускользает через вентиляцию. Другой зомби пытается напасть на Салазара, но тот быстро отрубает ему голову. Затем они возвращаются к остальным и стреляют в вентиляцию, когда слышат шум. Логан понятия не имеет, где находятся аварийные выходы, но Салазар узнает этот бункер по модели времен войны и говорит, что им нужно найти ракетные шахты, чтобы выбраться. Пока команда идет по коридорам, доктор спускается сверху и похищает Логана. Он быстро убивает его и бросает тело перед остальными. Группа спешит, но побродив немного, они все еще не могут найти шахту. Несмотря на протесты Салазара, они решают разделиться, чтобы охватить больше территории. Сара и Салазар первыми находят шахту и без проблем проходят через первую дверь. Однако, пройдя по коридору, они обнаруживают, что в соседней комнате прячутся зомби. Оба солдата открывают огонь, но зомби окружают Салазара и сбивают его с ног. Он говорит Саре, чтобы она уходила без него, пока его не съели. Сара быстро убегает, а Тревор затаскивает ее в другую безопасную комнату. Там она находит несколько ракетных ускорителей, и они вместе делают большие огнеметы. Затем Сара возвращается в коридор, чтобы привлечь внимание Орды, но тут за ее спиной появляется доктор. Она отбивается от нападающего, но тут из толпы появляется Крейн и вспоминает о своих чувствах к Саре. Он начинает стрелять, пока не заканчиваются патроны. Разозлившись на это предательство, доктор отпускает Сару и бежит, чтобы обезглавить Крейна. Сара стреляет в случайного зомби, чтобы привлечь внимание, и снова бежит по коридору. Существа бегут за ней, но когда они добираются до двери, Тревор и Нина включают резервуары. В результате появляется огромное пламя, которое мгновенно сжигает зомби и охватывает все уголки комплекса, не оставляя ни одного монстра в живых. Затем троица выбирается из бункера и находит машину Логана. Когда они уезжают, по радио сообщают, что вирус полностью уничтожен. Однако на дороге они видят зомби.
Обязательно подпишитесь и включите уведомления, чтобы смотреть больше подобных видео. Спасибо за просмотр.